Здравствуйте, мои дорогие, с вами Дина. Я приветствую вас у себя на кухне и на канале «Коллекция рецептов». Сегодня будем готовить пирожки из сдобного дрожжевого теста, запеченные в духовке. В качестве начинки я буду использовать мясо и тушеную капусту, а вы можете взять любую другую на свое усмотрение. Тесто для этих пирожков я готовила в предыдущем видео. Посмотрите, если не видели. Ссылочку оставлю в описании. Из этого теста также можно испечь пироги, кулебяки или пирожки с картошкой, с грибами, с луком и яйцом, с рисом или рыбой. Приступаем к приготовлению. Для начала подготовим начинки. Для мясной начинки я смолола фарш. У меня говядина, но можно использовать любое мясо или птицу. И сейчас нарезаем мелким кубиком одну крупную луковицу. Для приготовления тушеной капусты подготовим следующие продукты. Нарезаем луковицу мелким кубиком. Морковь натираем на крупной терке. Сладкий болгарский перец режем тонкой соломкой. По желанию можете добавить мелко нарезанный острый перец. Далее подготовим помидоры. Я взяла свежие, нарезаю их кусочками, чтобы измельчить в блендере. Вы можете смолоть их на мясорубке или вовсе заменить готовой томатной пастой или пюре, а также использовать любой томатный соус. Остается нашинковать капусту, которую нарезаем не сильно длинной тонкой соломкой. Все продукты подготовлены, отправляемся к плите, чтобы приготовить обе начинки. Устанавливаем на плиту 2 сковороды, разогреваем их и вливаем растительное масло. Высыпаем нарезанный лук и обжариваем до слегка золотистого цвета. В сковороду, где будем тушить капусту, добавляем морковь и обжариваем ее вместе с луком до мягкости. Затем добавляем нарезанный сладкий и острый перец и еще пару минут обжариваем все овощи. Вливаем томатное пюре и хорошо перемешиваем. А тем временем в сковороду, в которой готовим мясную начинку, к хорошо обжаренному луку выкладываем мясной фарш. Все тщательно перемешиваем и накрываем крышкой, чтобы мясо хорошо протушилось. Далее в сковороду с обжаренными в томате овощами выкладываем нарезанную капусту, перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем капусту тушиться. Попутно следим за мясным фаршем, периодически его помешивая и при необходимости разминая мясные комочки. Можно добавить в фарш немного воды или бульона и дать ему еще покипеть под крышкой, чтобы мясо полностью приготовилось. В конце приготовления добавляем в обе сковороды соль и перец по вкусу. А в капустную начинку также добавлю ложечку сахара. Обе начинки готовы. Готовый мясной фарш слегка измельчу в блендере, чтобы начинка получилась более однородной. Вот до такого состояния, но этого можно и не делать. Прежде чем формовать пирожки, нужно дать начинкам полностью остыть. Перекладываем их в отдельные чаши и пока они остывают, займемся тестом. Как приготовить сдобное дрожжевое тесто для этих пирожков я показывала в отдельном видео. Присыпаем мукой рабочую поверхность и выкладываем на него готовое тесто. Отрезаем от края полоску теста, разделяем на равные кусочки весом примерно 40 граммов и подкатываем ладошками ровные шарики, выкладывая их гладкой стороной на стол. Но есть и другой способ изготовления таких шариков. Лично мне этот вариант больше нравится. Присыпаем подготовленные шарики мукой и раскатываем из них небольшие лепешечки. Можно каждый раскатать отдельно или, как в моем случае, сразу несколько. Посередине каждой лепешки выкладываем начинку и защипываем тесто с противоположных сторон, чтобы придать пирожку форму лодочки. Такой способ лепки считается самым простым и распространенным, хотя существует еще масса других интересных и необычных способов.
Перекладываем пирожки швом вниз на смазанный маслом противень, пергаментную бумагу или на силиконовый коврик. Укладывайте пирожки не слишком плотно друг к другу, чтобы при выпечке они не слиплись, а получились румяные со всех сторон. А сейчас приготовим льезон, которым будем смазывать поверхность пирожков в конце расстойки перед выпечкой. Для этого в небольшую миску выбиваем яйцо, слегка взбиваем его вилкой, добавляем 2 ложки молока и хорошо перемешиваем. Льезон готов. Отправляем противни с пирожками в теплое место без сквозняков на расстойку, чтобы они слегка увеличились в объеме. А пока пирожки с мясом подходят, подготовим пирожки с капустой. Повторяем все те же действия. Разница только в том, что пирожки с капустой приготовлю в виде треугольников. Для этого защипываем края лепешки с 3 сторон так, чтобы получился треугольник, и сразу переворачиваем пирожки швом вниз. А тем временем пирожки с мясом подошли. Они были на расстойке 20 минут. Смазываем их подготовленным льезоном. А еще мне захотелось присыпать их кунжутом. Отправляем противни в хорошо разогретую духовку, температура в которой 180-200 градусов, и выпекаем 15-20 минут. Затем достаем их из духовки и пока они еще горячие, смазываем растопленным сливочным маслом. А теперь раскладываем на противне пирожки с капустой, смазываем их льезоном и отправляем в духовку. Продолжительность выпечки всегда зависит от размера, формы изделия и сдобности теста. Маленькие, низкие и малосдобные изделия выпекаются быстрее, чем крупные, высокие и с большим количеством сдобы. Спустя 20 минут достаем из духовки пирожки с капустой и тоже смазываем растопленным маслом, что придаст им приятный сливочный аромат и сделает их более мягкими. Наши пирожки с капустой и с мясом из сдобного дрожжевого теста готовы. Они получились красивые, мягкие, пышные, очень вкусные, с золотистой корочкой. Из одной порции теста, в зависимости от размера, получается от 30 до 40 пирожков. Я готовила двойную порцию теста, и в итоге у меня получилось 66 штук. Вкусные пирожки из сдобного теста в домашних условиях, пожалуй, один из самых лучших вариантов как сладкой, так и несладкой выпечки. Напомню, что ссылочку на видеорецепт приготовления теста для этих пирожков вы найдете в описании под видео. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравились эти пирожки, ставьте лайк, поделитесь видео с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов», и если хотите получать оповещения о выходе новых видео, не забудьте нажать колокольчик. У меня на канале есть и другие рецепты сладкой и несладкой выпечки, а также рецепт теста для этих пирожков. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина, до новых встреч и вкусных рецептов!